И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами подошли к тому самому месту, которое должно пролить свет на разрастающийся коралл. Вот. И, судя по всему, мы будем спускаться под воду. Это довольно интересно. Если тут прямо такая даже подводная миссия будет. Сейчас посмотрим. Сигнат Мор. Выйдя к берегу места Саюки, о котором упоминал вольный коральщик, вы свешиваетесь за борт и видите слабое мерцание где-то глубоко внизу. Надеть водолазный костюм и начать погружение. Вы втискиваетесь в водолазный костюм и спрыгиваете за борт, с громким плеском погружаясь в глубины океана. Вы плывете, стремясь к свету и, благодаря разработке Веры, дыша свежим воздухом. Чем глубже вы погружаетесь, тем темнее становится вода вокруг, но ярче сияние впереди. Мимо, не обращая на вас внимания, снуют огромные рыбины. Вскоре вы уже отчетливо видите очертания руин, покоящихся на морском дне. Из развалин Сигнат Мор вздымается высокий шпиль с чем-то вроде посадочной площадки наверху. Приблизившись к шпилю, вы замечаете, что руины окружает мерцающий барьер. При прикосновении к нему пальцы легко проходят насквозь, а на коже лишь слегка остается, лишь остается легкое электрическое покалывание. Пройти. Пройдя через барьер, вы видите, что внутри помещения руин не затоплены, как стоило бы ожидать. Вы снимаете шлем, вдыхаете оказавшийся чистым воздух и отправляетесь исследовать развалины Сигнат Мор. Хорошо, что у них есть чем дышать. Жалько только, что пахнет этот воздух гнилой рыбой. Что ж, ребятки, подземное подземелье. Лужа есть какая-то. Сквозь трещины в стекле сочится вода. Яростный охранник. Яростный логофет. Почему они яростные, интересно? За окном проносится небольшой косяк. Эта мрачная нора ведет в океан. Так, у нас тут магия оказались. Окунь-то хил. Короче, они тут рыбой питаются. Так, ага, вот следующая комнатка. Ступень вниз.
Яростный морской тролль получает 0 здоровья. Это интересно, где тут морские тролли? Какая-то стена. На небольшой табличке внизу написано: «Вьющаяся змея стала нашим первым успехом. Мы взяли обычную барракуду и машинным путем переполнили жизненными энергиями, из-за чего та выросла до невероятных размеров. Эти создания также обрели нечто вроде коллективного сознания и часто охотятся группами». Ну, кажется, я примерно понимаю, что это значит. Так. У нас 2 комнаты есть, 2 пути. Давайте сначала сходим сюда. Так. Яростный логуфец, куча рыбы. Небольшая пещера. Да, это же нуглитанские руины. Видимо, в этом вся проблема этого места. Рыба-меч, каракатица. Так, здесь есть несколько путей, и вот здесь что-то еще мертвых. Интересно. Стену перед вами украшает затейливый рисунок, изображающий 4 легендарных морских существ. Изучим. На рисунке вы видите кракена, покрытую шипами акулу, огромного кита и узел из 3 змей, обладающих головами барракуд. Изображения слегка выступают из своих рам, и кажется, что их можно нажать. Ладно, пока не будем нажимать. Я так подозреваю, что мы, конечно же, выясним этот код, но попозже. Так. Табличка повреждена, но все еще читаема. Колючий опустошитель стал прямым следствием успешного эксперимента с вьющейся змеей. Мы наделили тупорылых акул ядовитыми шипами и подвергли их обработке энергиями машины. Существа вначале выросли в 3 раза более нормы, а потом в 4. Шипы успешно прижились, так родился один из самых опасных хищных видов. Вы находите небольшой механизм, установленный на полости. Вокруг устройства обращается кольцо. Похоже, это творение англитанцев. Посмотреть механизм. Вы вычисляете скорость вращения кольца и отмечаете едва заметные нюансы в окружении механизма. После некоторых раздумий вы понимаете устройство пилона. Выключить механизм. Вы выключаете механизм. Летающее кольцо со скрипом останавливается, и аура энергии, которая излучало устройство, исчезает. По рунам прокатывается тихое ракочущее эхо, и барьер на окне рядом с вами ярко вспыхивает. В помещении начинает понемногу струиться вода. Так, ребятки, это, конечно, все хорошо. Очень хочется узнать, что у нас дальше по плану. Пилон не светится, его кольцо не подвижно. Так, морской тролль.
Пика хорошего качества, пики печени. То есть здесь больше ничего не было? Тут не может быть. Есть, во-первых, еще дорога. Ну а вот механики слишком низко. Еще один яростный патрон. В этот раз он один и не составит нам проблем. Нет, не один. А, воскрешение, оно работает типа в прямом смысле воскрешения? Интересно. Так, ну у нас сейчас почти все полегли, но вроде бы мы половину отбили. Это уже важно. Так. Теперь Турма складывает руки. Вот так вот. Это, кстати, интересно, то есть теперь мы, получается, можем даже воскрешать. Шкура тролля. Ключ от подводного подземелья. Возможно, он тот сундук открывает. Нет, не открывает. Волшебная палочка. Табличка под рисунком хорошо различима. С кракеном не сравнится ни одно другое животное. Использование технологий, которые мы оттачили в процессе работы над Левиафаном, позволили повысить как физические, так и умственные показатели осьминога, превратив его в свирепого хищника. Но есть неприятный побочный эффект. Существо вышло крайне территориально. Только не говорите, что мы здесь еще с кракеном столкнемся, ребят. Это будет чересчур. Так, и мы вышли туда, откуда пришли. Так, получается, в принципе, у нас должны быть уже все нужные... Дверка здесь есть, оказывается. У нас есть все нужные таблички, по идее. Вот
Вопрос только в том, в каком порядке. Левиафан родился благодаря чистейшей гордыне. После эксперимента с шипастым опустошителем мы решили проверить пределы роста допускаемой машины и в течение нескольких месяцев удержали в ее плену выводок голубых китов. Большая часть особей погибла, но те, что уцелели, их невозможно удержать от заперти. Еще одна такая же штука. Ладно, давайте пока сначала мы попробуем открыть эту дверку, а потом... Интересно, еще у нас есть ключ какой-то. Какую дверь он открывал? Так, сначала они начали с змей. Потом они сделали акулу. Потом кракена. Легкие словно и лицо обжигает огнем. Так, давай тогда еще раз. Змеи. Акулы. Кит. И теперь кракен. Как только последний из рисунков погружается вглубь своей рамы, вы слышите позади глухой рокот передвигающихся камней. Махора Танго. Копье. Что это копье умеет? Дает острога. Находящаяся на расстоянии цель притягивается ближе, получая рубящий и колющий урон, а также эффект ошеломления. Не знаю, насколько ситуативно это будет. Но эта загадка оказалась довольно простой по сравнению с прошлым. А зачем мы идем скрытно? Так, вы находите небольшой механизм, установленный полностью. Вокруг устройства обращается кольцо. Вы выключаете механизм. Летающее кольцо со скрипом останавливается, и аура энергии, которая излучала устройство, исчезает. В этот раз рокот был громче. Барьер рядом с вами мерцает и дрожит. По стенам пробежали трещины, и вода теперь поступает быстрее. Так, а что, больше же некуда идти? Наверх только. Даже двери никакой нет, нет. То есть это еще не конец, получается. А, вот, смотрите. Вот у нас есть дверка. Третий пилон здесь. Ох, боюсь, мне не понравится то, что сейчас будет. У вас начинают болеть уши от низкого гула этой машины. Так, давайте сначала на нее посмотрим. Механизм сдувается из воды у ваших ног до самого свода потолка. Устройство издает мягкий приглушенный гул, придавая окружающему воздуху предгрозовой наэлектризованности. Изучить механизм. Вот, у вас нет ни малейшего понятия, что делает это гудящее устройство. Так, мне попалось крупное гвитанское устройство. Оно гудит от избытка энергии, и мне показалось, что пока лучше ничего не трогать. Согласен. Ага. Руины затапливает вода. Вы едва успеваете натянуть тяжелый костюм, когда она смыкается над вашей головой.
Пусть утонуть вам и не грозит, но вы не в безопасности. Рокот, доносящийся из глубин, не только не стих, но становится все громче. Вы выпрыгиваете в окно напротив пилона и устремляетесь к ожидающему вас кораблю. На полпути к поверхности вы замечаете, что вам становится все труднее дышать полной грудью. Тяжесть водолазного костюма начинает тащить вас ко дну. С устройством явно что-то не так. Сбросить костюм. Проверить костюм на повреждения. Починить шлем на скорую руку. Это только у нас главного. Сбросить костюм и изо всех сил стремиться к поверхности. Ладно, давайте попробуем починить. Увы, вода продолжает прибывать. Вы плывете к поверхности все быстрее, ослабевая из-за недостатка воздуха и тяжести костюма. Наконец вы видите идущий с поверхности свет. Вы пробиваете толщу воды и устало поднимаетесь на борт корабля. Мы получили травму. Мы могли его сбросить, но просто, может быть, его нужно было вернуть, поэтому я решил все-таки попытаться починить с нулевой механикой. Вопрос в том, что то устройство мы так и не выключили. Вот прям хочется вернуться туда, сейчас загрузиться и попробовать сначала его клацнуть. Честно говоря. Еще я очень надеюсь, что в этой игре... Так, архипелаг. Давайте загрузимся. Ну, попробуем просто ради интереса. Получится, не получится. Еще я надеюсь, что здесь все же не нужно определенным спутникам там юзать какие-то вещи, да, чтобы определять. Там, например, сейчас у нас там была проверка знаний. То есть я надеюсь, что это знание, проверка, которая на отряд идет, а не которая нужна определенным спутникам, иначе кучу квестов придется переигрывать. Но я подозреваю, что действительно это не так, потому что все разговоры же идут с хранителем. Это не Divinity. Пытаться выключить. Видимо, выключателя на механизме нет. Выкрутите тумблеры и щелкайте переключателями, чтобы посмотреть, что изменится. Какая-то сущность начинает давить на стенки вашего разума. Она назойливая и вскоре преодолевает все выставленные преграды. До вас доносится шорох гонимой ветром сухой листвы и сырой ветерок, напитанный запахом гниющей древесины. Головейн. Следи за руками, хранитель. Сигнат Мор находится под моей защитой. Что тебе здесь надо? Почему ты защищаешь этот механизм? Мне нравятся существа, которых он создает. Даже самые малые из них не боятся бросить вызов сильным собратьям. И иногда преуспевают. Но тебе же на самом деле хотелось спросить что-то другое. Тот огромный коралл в гавани Саюки, его создала эта машина? Совершенно верно. Превосходное устройство ингвитанцев черпает ауру из адровой жилы, скрытой глубоко под землей, и вся местная живность питается ею. Существа вырастают сильными, безжалостными, достойными моей любви. Если ты хочешь получить мою награду, то уничтожь это место, чтобы защитить мой механизм. Тогда никто больше не станет мешать моей работе так же, как ты. Головейн, разве это не противоречит твоей философии испытания? Ум всегда должен охотиться рука об руку с силой, гончая Атаса. Зачем мне подчиняться тебе? Потому что я твой бог, хранитель, и всегда вознаграждаю своих последователей. Тебе следует хорошенько подумать, прежде чем спорить со мной.
Выключить механизм. Нет! Кричит бог головы, но он не в силах вам помешать. Зоти горячо вздыхает. Вы выдираете панель управления из механизма и валите тот на пол. Во все стороны брызжут искры, начинает валить густой дым, раздается лязг, и гул стихает. Кольца аппарата замирают. Это ослушение станет для тебя последним. О, ребятки, мы будем сражаться с Кракеном? Каковы шансы того, что нам удастся сбежать от этого? Будем сражаться с Кракеном? Давайте сражаться с Кракеном. А, и это уже теперь не юзается, да? Получается, не юзается. На рисунках показано творение создания, они больше предыдущих, но так повреждены, что нельзя расшифровать. Интересно. Ну ладно. Ну, я не рейнджер, поэтому Головейн это не мой бог. Не друид тоже. Так. Ребятки. Не здесь ли появится сейчас Кракен? А еще у меня зависла игра, кажется. Где что сейчас что-то будет. Да. Иди осторожно. Щупальца опаснее, чем кажется. Так, давайте-ка, ребятки... Ну, хотя нам уже поздно сохраняться, получается. Нам, наоборот, сейчас нельзя сохраняться. Мы можем сейчас передохнуть? Нет, мы не можем. Может быть, вот здесь можем передохнуть? Что у нас там травмы 2. Причем не показана никакая информация о нем. Ну, ладно, поехали. Так, одно щупальце есть. Так. Отводим молота назад. Вот, впереди у нас стоят только 2 человека, оба из которых блокируют. Так, тут у нас что есть такого полезного?
Так, Эдер, ты там давай не вздыхай, пожалуйста. А вот. Ну, Кракен только ранен. И он, кстати, не горит. Интересно. Так. Сайфер может изолировать. Усиленная волна. Урон 40. Вызывая ударную волну, которая наносит дробящий урон. И сбивает. Так. Цели которых распадаются в небытие. А, вот кто у нас дезинтеграцию это делает. Так, детонация. Мешает всем врагам в области действия подчиняться Сайферу, вызывая доминирование. Психическое копье пронзает цель. Столб священного огня. Так, но он же не закончился. Или закончился? Нет, не закончился. Так, он при смерти уже. Ура! Ну, не то чтобы это, конечно, был прям интересный такой бой, но круто, Кракен. Куда же без Кракена, помните, я буквально недавно говорил. А маска глубокого грота, голова. Смертельная проницательность, интеллект +2, уровень мощи для способности с ключевым словом, яда +1. Клык тени. Атака оружием ближнего боя из режима скрытности наносит цели постепенный чистый урон. Токсичные спирали. Телепортация к врагу и атака с выпуском ядовитого облака, ослепляющего всех в области действия. Неплохо. Глаз Кракена. Возможно, для чего-то уникального нужен будет черный жемчуг. Большой. Ну что ж, ребят, мы победили Кракена. Возможно, просто уже по уровню он нам ощутимо был меньше нас.
Так, давление на этой глубине делает плавание непростым делом, и вы с трудом добираетесь до поверхности. Как только вы показываетесь над водой, члены экипажа спешат вытащить вас на палубу. Интересно. Это получается, Кракен это первый такой босс в этой игре, если я правильно понимаю. Первый большой босс. Ну, то есть, типа, первый как будто бы дракон, да? И так легко мы с ним справились. Интересно, неужели все остальные будут такими же? Не будем загадывать, конечно. Кстати, смотрите, оно осталось на месте. Жилище командира флота, мастерская. А кому мы должны доложиться там? Необузданный рост, командиру флота. Интересно, нам это Головын припомнит при очередной встрече с богами? Я разобрался с причиной роста кораллов. Какие хорошие новости, Литорн. Как только мы очистим бухту от остатков коралла, сможем открыть порт. Да, пока не забыла. Ацура хочет, чтобы ты зашел к нему в латунную цитадель. Очищение Крукспура. Акая прерывается, протягивает руку, будто собираясь отстранить вас, но потом передумывает. Покачав головой, она продолжает. Ацура может казаться спокойным, но долго ждать он не будет, Эриторн. Так. Очищение Крукспура. Ну что ж, получается все. Саюки мы полностью все сделали. Да, они починили все. Давайте еще в мастерскую заглянем. Не знаю зачем. Так, а где это? Где работа? Yes. Ничего она не говорит интересного. Так, Архета. Не путайся под ногами. Все, короче, сделал свое дело Мавр. Мавр может уходить. Должен уйти. Так, снабжение. Пополнить корабельные припасы. Улучшенные военные укрепления. Плюс 15 состояние корпуса. Королевский бронзер. 8-11 урона. 150-400 метров. Так, а давайте посмотрим. 6-9. 10-13.
9. Так, ну давайте купим вот это. Но время перезарядки 5 ходов. Тут 4. Ну, теперь у нас есть 65 уже. Это уже неплохо. Пока мы нашли только одного дополнительного матроса. Интересно, найдем ли мы еще. Так, торговец, выдающийся капитан, капитан Спура, Сонога, опытный капитан Принчипи, Крокспур. Так, а нам нужна Хейра, по-моему, да? Награда за голову Хейра. Я думаю, что сейчас мы отправимся к нему. Мы так отправимся, что еще будем смотреть по сторонам. И Корнуолл еще. Так, ну что, где-то здесь он был. Где-то сюда ушел. Давайте искать. Ярость ступу. Давайте не будем сильно спешить. Опытный капитан Принчипи. Принчипи это пираты. Я так понимаю. Онд. Уранги. Бурунги. Как вы думаете, а мы уже считаемся опытным капитаном или еще нет? Ну вот он. Ну, теперь-то он не уйдет. Двое ваших матросов затеяли какую-то игру в трюме. Вы осматриваете игру в трюме и вдруг слышите шепот и приглушенный смех. Крадучись, вы идете во тьму. Вы осторожно огибаете штабель ящика, и вам открывается картина. Ирена и Чутупек увлеченно играют в голову Орлана. Ирена дает вам честь. Здравия желаю, капитан. Мы тут на медяки в голову Орлана играем. Хотите с нами? Что еще за голова Орлана? Глядите, капитан. Вырезаете на мачте Орлана вот так вот. Чутупек с ухмылкой показывает на грубо изображенную фигуру с гротескными ушами и кроличьим носом. А потом кидайте в него кинжалы. За разные части Орлана дается разное количество очков. Ну, куда-то попасть проще, куда-то сложнее. Нос, например, стоит целую кучу очков. Ах, да, испытанная временем морская традиция самодовольного кретинизма. Серфян потирает переносицу. Ну, давайте сыграем. Может быть, мы лучше будем метать кинжалы в чурбаны, Серфян скрещивает руки.
Ирена наклоняет голову. Чурбаны? Какие еще чурбаны? Да вот хотя бы ваши тупые головы за чурбаны сойдут, медузы гнилые, Серафим такая. Да нет, что из нас за мишени, Серафим? В такие, если вы попадете. Матрос пожимает плечами, оборачивается в поисках поддержки. Замечательно. Чудо-пек делает шаг назад. Я в этом раунде пас, мне как-то мои монеты дороги. Ирена ухмыляется, достает кинжал, заносит над головой и после мучительно долгого прицеливания запускает его в поцарапанного Орлана. Кинжал вонзается в дерево, кожа. Читупек усмехается. Ирена получает 1 очко. Капитан, думаете, сможете лучше? Ирена вытаскивает кинжал и обтирает лезвие штанину, а потом протягивает вам рукоятью вперед. Ваш черед, капитан. Поглядим, как вы справитесь с ужасным Орланом. Целится попасть в нос. Вы запускаете кинжал, и с сочным звуком он вонзается в нацарапанного Орлана. Ухо. Попали, капитан. Вы получаете 7 очков. Ирена ухмыляется, достает кинжал, заносит над головой. Ну, в общем, понятно. Она 10 очков. В нос. Нос. Попал тоже. В рот. Нос. Ирена 16, капитан 18. Похоже, победа за капитаном. Мы получили опыт на море. Ирина усмехается и, покачивая головой, отдает вам кошель. Спасибо за игру, капитан. В следующий раз я выиграю, попомните мои слова. А сейчас нам пора за работу. Да, нам пора за работу, это точно. Давайте сохранимся, потому что мы тут уже давно занимаемся. Сестра считает Дейли. Так, капитан к нам приближается с... Взять на абордаж. 90. 29 единиц урона, 12 парусов. Непокорный получает на команду. Даже удобно не назвать. Член команды получил травму. Что-то у меня, короче, с абордажем постоянно все, как заметили. Ну, наверное, я просто смотрю, если состояние корпуса у корабля вражеского лучше, да, то, точнее базовое, то я не вижу смысла драться. А то еще потопим наш корабль, будет совсем не весело. Ну, кстати, этот он, по-моему, вор, да, 9 уровня, если я правильно помню. Эдвина. Ух ты, блин, ребята, у нас тут что-то все плохо.
как обычно. Во-первых, вот так вот. Во-вторых, так вот. Все, последний. Ура безумная получает уровень, малышка Люка получает уровень. Так, давайте посмотрим, что у нас тут интересного. Эмблема, зелье среднего исцеления, выдержанная куля мяса, огненная водоросль. Для корабля у нас есть королевский бронзер, одна пушка. И все. Так, награда за голову Акира. Так, вперед неизвестность. Бурунга еще есть, но это уже не сейчас. И еще и Корна. Вот, уже можно, в принципе, на него напасть, но он где-то далеко, по-моему, да? Я помню, я где-то видел его. Блейна, Сонга и Корна. А, так он рядом, он недалеко. Вот здесь вот он. Вот. И я думаю, ребят, что мы этим и займемся. Но займемся мы этим уже не в этой серии, а в следующей. Потому что у нас уже время. Так, пресс, ячейки отдыха, отлично. Раненая команда у нас один. В принципе, состояние парусов такое, но не очень. Еще хотел проверить. Ну, здесь все нормально. Я так на всякий случай проверяю, не потерялись ли у нас какие спутники. Ну, вроде бы нет. Ну что ж, тогда мы сейчас с вами сохранимся. На сегодня это все, ребят. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если не понравилось, смотрите, возможно, следующая серия у нас бывает по-разному, да, то есть бывает серия более насыщенная, бывает менее, но сегодня мы убили Кракена в конце-то концов. Делитесь видео в соцсетях со своими друзьями, коллегами, знакомыми и так далее. До следующей встречи, ребят.